Всем привет! Вы на канале 13 порций. И сегодня у нас мукбанг называется «Доедаем то, что не смогли съесть на горячем источнике». А что у нас осталось, вы видите. Мы практически ничего не ели, потому что там больше хотелось пить. Вода, чаи там хорошо шли, поэтому у нас осталась картошечка, курочка, вот, курочка, картошечка, видно хорошо, помидорки, нарезка мясная, так назовем ее, это колбасы, сырок остался здесь вот, даже пирожки остались, которые мы брали с собой, сметанка, хлебушек, компотик тоже, кстати, остался, не допили. Поэтому все, что сейчас у нас на столе, это все, что мы не смогли съесть. Поэтому почему бы не воспользоваться и не еще раз это не поесть. Поэтому доедаем то, что не смогли доесть. Приятного аппетита всем, кто с нами сегодня. Спасибо. У меня на руке еще до сих пор, видите, последствия. Ну тут у всех. Только одной меня нет. Последствия купания в бассейне. Вроде бы бумажка, но она настолько крепкая, что ее вот так вот просто сорвать невозможно. Надо срезать чем-то. Поэтому будем этим заниматься позже. Но картошечка все-таки вкусная получилась. Даже и если ее со сметанкой, ой, но я даже там не сдержался на горячем источнике, все равно я ел. Ее кушал, было вкусно, но там очень жарко, вода очень горячая, поэтому особенно в детском. я больше пил. Я тоже. Если, мне очень понравилось там, я даже хочу завтра поехать туда. Опять. Мне тоже так же. Больше всего мне понравился большой бассейн, в котором глубоко. Да, там не такая горячая. Да, мы зашли, там сразу какая нам вода попалась, это горячая. Мы все красные сидим, а мама пока накрывает стол, мы ее ждем. На бортиках сидим, то мама позвала нас кушать, мы покушали вкусненько. Ну, это первый раз мы самого поели, потому что мы уехали из дома не завтракавшись. Проснулись и сразу в путь. Не стали тратить время, потому что понимают, что там покушаем, все с собой. Да. И вот самый первый раз мы немножко перекусили, да. А потом в основном я смотрел за детьми, наблюдал, они ели конфеты. Да, и пили. Конечно, я думаю, что дети хорошо отдохнули. Да. Им очень понравилось. Единственное, что для взрослых это не назовешь отдыхом. Почему? Потому что слишком много еще малышей. Понятно, что за взрослыми уже такого, так поглядываешь за ними, но не так. А за малышами-то вот так вот. Они еще в разные стороны расплываются. И надо постоянно каждого держать, все равно. На виду, да, следить за ними. Поэтому не расслабишься. А так все остальное хорошо. И вода, конечно, горячая сегодня, правда, в этих бассейнах. Там дети в основном покупаются, там еще один холодный, да, бассейн? Небольшой, маленький, с холодной водой. У него залазить пока неохота. Да, я, кстати, один раз залез, прыгнул, прям после горячего, прям холодное кажется. Но самое, когда приятное ощущение, это когда с холодного в горячий запрыгиваешь назад, а что такие колики по мышцам, так по ногам. Вот у меня тоже так же. У нас все ладони шершавые были. А так, конечно, здорово. Да, на том массажере я мечтал. Сегодня только когда смотрел в взрослый. И побывал на нем. На чем? Этот, который есть. Кресло, что ли? Нет, не кресло, а такой, как вот этот глубоком. Там водопад. Гидромассажи включаются время от времени. Разные там, то струя большая, то под давлением большим, то там так вверх, то в бок, там, и там можно
сидишь там в спину бьет большое это давление, или там садишься, там тебя на всего с пузырями там. Не, Там это- еще до этого был лежать можно было, но он что-то сегодня ни разу не работал. сломался. Так ложишься и полностью весь на пузырях. Ма, в самом горячем там есть такая. Ну да, там была. Там горка. Она опасная такая, она в смысле, в каком смысле опасная? Она пластиковая, невысокая, для детей это хорошо. Но там такие ступени, можно вот запросто, ребенок может сесть на полку и не вперед поехать, а вот запросто может назад скатиться опять. А там сразу как бы бетон, поэтому ну, вот мы особо не пускали. Один раз там дедушка стоял сзади, подстраховывал, и вот дети чуть-чуть попрыгали на горке, а так, ну так вот, чтобы сами они, это опасно. Картошечка со сметаночкой очень вкусно. Да, я тоже сижу, картошечку ем со сметанкой. Дети нанырялись, конечно, набаловались. А там в большом бассейне, в глубоком, ну мы там тоже с мамой там, там эта струя, да, бьет такая Да, мощная. И вот этот большой есть, второй. Длинный. Ну, Струя, вот у меня хондроз как раз был в спине, я вот эту струю зашел, она как далила куда-то, у меня аж на искры из глаз. Потом раз-раз, но вроде сейчас шея более-менее стала шевелиться, а то хондроз уже несколько дней мучил, может быть даже пройдет. Так, конечно, для людей все сделано, ну, молодцы, нам нравится, мы уже постоянно. Есть много тут источников разных, есть и поближе источники, но там, во-первых, и цены подороже, и вот сами условия мне не нравятся. Мы вот еще в одном были, может быть, где-то есть и лучше, конечно, мы не везде были, но вот в котором мы были и который мы видели, вот «Золотая рыбка» самая больше всего нам нравится по удобствам, что бассейны, много бассейнов, и вот зимой там, когда вот снег выпадает, там вообще они иногда делают в каждом бассейне разную температуру. Здесь горячая, здесь попрохладнее, тут еще попрохладнее, и вот холодные. Но сегодня, наверное, тоже так было. Я просто во всех бассейнах не был. Ну, вот в котором дети купались и большом, там разная температура была. Тот попрохладнее был большой. А вот чем они полезны, эти горячие источники? Ну, мы там читали состав воды, там польза. Чуть ли не от всех болезней, короче. Ну, как он уж на самом деле. Но кожа интересная становится после этой воды. да. И там даже рекомендуется вот не принимать душ потом. То есть там вот покупался, и там есть душ, можно пойти помыться. Но сами эти вот, ну, работники там советуют не делать этого, потому что кожа еще потом какие-то вот вот получает после этих ванн, ну, как бы, да, на коже что-то остается, ну, и как бы пользу организму приносит. Но оно и правда чувствуется так вот, что как-то вот, ну, как будто кремом каким-то помазанный. А так, конечно, здорово. Вечером там включается подсветка в бассейнах, лампочки. Мы были там. Музыка постоянно кричит. Для нас музыка и хорошо, и плохо, вроде бы и весело. Но с другой стороны, с музыкой уже не выставишь, ну, на вот ролик. YouTube может его не пропустить из-за музыки. Ну, рассказывайте вы, что вам нравилось. Это же для вас было мероприятие. Мне понравилось в глубоком бассейне купаться. Ну, конечно, где нельзя, там и хочется, да? А мне понравилось с Никитой и Валерчиком, и Ромчиком играть в цветочек. Там цветочек лежал возле вот этих искусственных Классно. цветочков. Ну, мы взяли. Никита такой кидает Валере. Он потом опять кидает Никите и мне.
И так по очереди. Но потом у Никиты Боб заболел. Или растянул он что-то там. Мы перестали. Ну и тем более людям некомфортно другим. Ну, мы иногда попадали так, с утра, если едешь, то вообще почти мы одни вот в бассейне. Но сегодня мы попали по счету третий. Но сегодня народу не сильно много. Его много, но они все по очереди как бы там. Видимо, больше там людей, которые живут там. А кто там живет, они уже накупались, они уже так. Ждут, когда мы опять уедем. И палят опять. Ну, то есть, как бы вот, народу вроде много, но мы не мешали друг другу. Там потом вообще уже перед отъездом, последний час детям разрешили снять эти, вот На сюда одевали, рукавники. на рукавники, там, которые им помогают держаться. Ой, они там давай нырять вообще, там, Снежана, Ваня, там. В холодную воду побежали сразу. Мне, может быть, проще, когда они в этих, их видно, как поплавочки плавают. Легче следить за ними. Но они натирают все равно под мышками там себе. Поэтому разрешили снять. Ой, радости было. Вы уж ныряли они. Курочку возьму попробовать. Ну, а что ее пробовать? Курочка, как курочка. Ну, а вдруг мне что-то вкусненькое. Попадется. Что тебе подать, Рома? А? Ничего пока. Не, ну тут мне больше всех понравился вот этот в глубоком массажер, который вот так. А, который такой плавно, Да, который плавно так льет. как хвост. Да. Я вот так к нему подплыла первый раз. Хочу к нему подплыть. Он не дает к себе поплыть, потому что вот эти пузырьки, они меня дальше вот так гладить заставляют. Но я залезаю в него, ну так полностью сплав в него, и он мне все равно не дает. По голове дает мне так. Какой? Ну, самый вот этот широкий, который льется. Да. Плавно так. Там еще есть 3 струи. Угу. Они отжигают мощно. Они Я вообще уже- пробивают, да? Да, я у них вот так, Никита меня поднял, они мне все кости так. Курочка тоже вкусная. Да. Попробуй со сметаной. Сметанка везде добавит вкусу. Так что у кого есть рядом возможность вот приехать в горячие источники, да, это здорово. Мы в Бурятии жили, там тоже был горячий источник. Но до него добираться нужно было, ну не соврать, ну, наверное, километров 80 он находился от нас на Байкале там. И интересно, что там таких условий не было. Там я несколько раз был. Первый раз был, там такой навес деревянный, как бы такой, можно сказать, сарайчик сколоченный, весь в инии, и там вот, ну, бассейн стоит внутри. И вот плаваешь там, и пар идет, мороз, там нет условий раздеться, переодеться, все это вот как-то вот на морозе делаешь, на холоде прям. Ну, может быть, в этом был свой шик такой, а потом они переставили. Бассейн такой был небольшой, типа вот как вот искусственный, в него закачивается вода. Ну и там уже вроде маленькие раздевалочки сделали они, небольшие. Но тоже это все зимой на улице. Понятно, что не такие комфортные условия, как здесь. Там не посидишь за столиками, то есть там только в бассейне и сразу раз вылазишь, надо одеваться. А здесь, конечно, ну, молодцы. Из помещения сразу чук-чук-чук спускаешься, сразу в воду, с воды опять в помещение. То есть, ну,
здорово сделали. А я сегодня подвиг сделала. Какой? Да, там мы в большом бассейне купались, и мальчик залез на бортик, а спрыгнуть он не мог, боялся. Ну, я такая ему помогла. Его мамочка такая говорит, спасибо. Я такая, угу. Тебя совсем не видно стало. Меня? Угу. О. И Никита тоже подвиг сделал. Кого-то, не помню, кого-то просто. Да. Вот я сегодня спасателем у вас работал, это точно. Угу. Мне доплачивать надо за вредность. Каждого надо смотреть, каждого надо в поле зрения держать. Не расслабишься совсем. Ты мне, что ты не плаваешь? Да, я говорю, а как тут поплаваешь с вами? Ну так, иногда дедушка помогает, мама помогает. Тогда полегче. Ну хорошо, отдохнули. И ехать нам тут вообще рядом. Что-то, по-моему, около 40 километров, что ли. Ну, не спеша, вот там 30 минут и мы на месте. Вообще не спеша. По хорошей асфальтированной дороге. Назад так ехали, там грузовики впереди. Автобус да, мы видели двухэтажный, белый. Угу. то есть все потихонечку. 60-80 километров. Откуда вот этот вот автобус двухэтажный? Из Лондона? Да прям. Не, его создали в Лондоне, нет? Не знаю. Первым делом он ездил это Чирки. в Лондоне. Да много где есть. Самый, кто мешал ехать по дороге хорошо и спокойно, это грузовик, который самый первый ехал. Да. Маленький газель. Угу. Всех собрала. И хвостиками с собой тащит. Да, мы не торопились, что нормально. А я, как вышла, мне как мы сели в машину, мне сразу захотелось почему-то есть. А сзади Рома сидит, и у него там пакеты с едой. Я такая, Рома, дай мне сахарок. Рома такой, ну дает один. Я такая, через 5 секунд, Рома, дай еще. Рома такой, не, никому так и не оставишь. Потому что Никита такой. Он говорит, значит, такой. Хватит бы сахар таскать. Компотик сладенький такой, желейка. Да. Ой, хорошо. Чувствую, еще придется доедать то, что не доели. И сейчас мы не осилим это никак. Вот такие вот у нас сегодня интересные случаи произошли. Усталость такая приятная есть. То есть нельзя сказать, что после такого отдыха такой прям бодрячок ловишь. Нет. На самом деле устаешь, потому что большую часть все равно в воде проводишь. Ну здорово, такая усталость приятная. И чувствуется все равно, что организм отдохнул, так вот, видимо, раз много пили, значит, много, видать, всякого вот выходит с нас там, я не знаю, как-то испаряется жижа какая-то с нас, да, раз пьем много. Очень как после бани вот, ощущение, как будто в парной побывал. Тоже как бы устаешь, но по-своему приятно. Так и здесь. Ну что, мы покушали. Конечно, мы не сможем это доесть. Да, я думаю, никто бы не смог. Да, поэтому будем с вами прощаться. Приятно было, что вы были с нами. Пока-пока всем, дорогие друзья. Спасибо. Заходите почаще к нам на канал. Поддерживайте нас. Просматривайте наше видео. Подписывайтесь. Нам приятно. А вам не сложно, например, подписаться. Это ничего не стоит. Ну, а для нас этого хороший, так скажем... Настроение. Хорошее настроение.
ну, стимул, да, хороший стимул и дальше снимать для вас ролики. Поэтому до скорой встречи. До скорости. Пока-пока.